Всем привет! Меня зовут Виолетта, и это видео я хотела бы просто посвятить своим планам. Мой период последних 2 лет был очень сумбурным, стрессовым, в эмоциональном плане очень мне было тяжело, и я набрала вес аж на 15 килограмм. Мой идеальный вес для меня, когда я себе нравилась, когда я была в такой для себя самом красивом для себя виде, это 60 килограмм. И я к нему стремлюсь. И это видео я хотела бы просто посвятить тому, что я на большую, на весь интернет, в общем, заявляю, что я хочу это исправить и как я это собираюсь сделать. Первое. Я узнала про пилатес, точнее, я знала про него, но ни разу им не занималась, и моя самая такая главная проблема, помимо лишнего веса и как бы очертаний моей фигуры, это осанка и овал лица. У меня с этим есть проблемы, и я узнала, прочитала, много где слышала, что пилатес с этим помогает. И начало моего спорта, я думаю, что я начну именно с пилатеса. Буду вводить его, каждый день, например, по 15 минут я смогу уделять, это вообще без проблем. Вот, также покупаю абонемент в спортзал, точнее, он у меня уже куплен, но я туда хожу максимально редко, и у меня была заморозка, и сейчас как бы спортзал требует оплаты, говорит, да, давай, ты должна ходить, вот, плати денежку, и все будет хорошо. Что сказать? Пилатес и спортзал я хочу вести свою жизнь на постоянной основе и делать это регулярно, потому что, наверное, во всем преображении, похудении, становлении себя лучшим вообще человеком, самое главное — это дисциплина. И без нее, к сожалению, никак. Как бы это грустно ни звучало, потому что я не сказать, что человек безвольный, но в некоторых моментах мне сложно. Например, избавление от сладкого. Я очень люблю сладкое, и даже когда мне кажется, что я сейчас не хочу есть, в принципе, я вкусно покушала, вот иногда, если дома что-нибудь будет сладкое, я это все равно поем. Поэтому, наверное, моим вторым, так сказать, правилом будет это не покупать домой сладкое. У нас за окном летают вертолеты, самолеты каждый раз. И это очень громко, я закрыла окна. Надеюсь, не будет слышно. Вот. Третье. Это питание, естественно, да, раз мы уже заговорили про сладости, не покупаю к себе домой. Я могу перебиться бутерами, там вот это все. В принципе, когда я весила намного меньше, чем сейчас, я ела ту же самую еду. Но, собственно, почему потолстела? Я питалась порциями намного больше, чем я ела обычно. Ну, то есть как-то, видимо, оно со временем все происходило, что я все больше порции у меня были, я этого просто не замечала. Первое мое правило, которое мне будет легче выполнять, это с какими-нибудь такими, назовем это прием пищи под вопросом. Такой лайфхак подсмотрела, что просто если вы хотите, чтобы это было более-менее полезно, или просто чтобы это не было так не полезно скорее для вас, добавляйте ко всему овощи. Любой салат, там помидорчики, огурчики, все, ко всему не очень правильному вы добавляете овощи, и это все как бы компенсирует. Не то, что можно там есть всякую ерунду и как бы наедаться овощами, и все будет классно, но, по крайней мере, 50/50 вносить в рацион овощи очень важно. Вот сегодня я, допустим, попробовала так сделать, сделала бутербродики, и большая часть оставшейся моей тарелки это были овощи. Это был салат, листья салата, помидорки, огурцы, в общем, база, которую я ем из овощей. Я думаю, что все знают, что белок очень важен вообще, в принципе, для организма и для похудения, набора массы, для мышц, для здоровья, для гормонов. Вот белок, жиры — это все, что нужно женскому организму в первую очередь, а углеводы для энергии.
Белки, да, это моя беда. Я люблю творог, молочку, там, греческие йогурты, например, яйца. Но мясо, да, я его люблю, я его ем, но у меня нет такого желания есть его каждый день в разных вариациях. Это вот как бы так, по наитию, можно сказать. Но я буду стараться все равно белок вносить в свою жизнь и просто питаться порциями, так сказать, поменьше. Я уже к этому иду, я уже это делаю, я уже вижу результаты. Просто элементарно считать калории, да, я опять же, я не буду это делать долго, это я себя знаю, просто уже как свои 5 пальцев, поэтому просто по ощущениям буду есть меньше. И, естественно, следить за отходом веса. А еще отеки, мои любимые отеки. Ну вот я думаю, что пилатес, собственный спорт, который будет у меня направлен в первую очередь не на набор массы, то есть не на жесткий кач, а на просто похудение, там, активность, общий тонус вообще тела. Я думаю, что он поможет мне справиться с отеками. Пилатес в том числе, это, наверное, такая база, но я не пробовала, я не знаю, но отзывы от пилатеса очень хорошие. Я нашла 2 канала на ютубе, которые иностранные, зарубежные блогеры ведут, и там уроки не такие уж сложные, как будто бы, и они недолгие. Я думаю, что я, в общем, буду рассказывать, как я себя буду чувствовать. Я склонна к отекам, и я могу отечь, и на весах ничего не поменяется, и даже станет больше. Я такая думаю, блин, я опять потолстела, а вдруг это просто отеки. Вот, поэтому зачем мне себе портить, так сказать, настроение? Буду с отеками тоже бороться, ну, естественно, с осанкой. Я сижу за компьютером часто. До этого я прям работала за компьютером, сейчас я не работаю за ним, но все равно провожу много времени. И поэтому осанка для меня это очень важно. Следующий момент, который я бы хотела для себя внести, это, наверное, элементарный уход за собой. Как бы это глупо не звучало, но я не такой человек, который просыпается и сразу там красится, делает укладку, одевает красивую одежду, но я хочу таким человеком быть, и это тоже влияет на мое настроение, на мое самоощущение, когда я в таком потоке. Например, сейчас я считаю, что я выгляжу хорошо, я чувствую себя хорошо, и как бы это важно, вот. Но мне порой очень сложно делать все эти действия. Я как бы в один день могу, вот, я и то, и другое, и третье, давай я пойду туда, сделаю брови, ресницы, и укладку, и макияж, и красиво оденусь. Но, к сожалению, я не могу делать это каждый день, но я буду этим стараться, по крайней мере, красиво одеваться, выглядеть хорошо в плане кожи. Я, кстати, начала ее лечить, ну, относительно лечить. У меня как бы проблемы так толком-то и не ушли. Есть небольшие акне, но с шелушением, сухостью я борюсь. Но пока что я использую в уходе только пробиотики и церамиды, ну, вот в таком духе, чтобы чисто восстановить кожный барьер. Никакие активы я пока что не вношу, потому что я начала пользоваться более как бы дорогой косметикой, не масс-маркет, хотя до этого у меня всегда был масс-маркет, мне вроде было нормально, но сейчас, видимо, это не то время, когда уже все, в общем, вагон ушел, и, как говорят, поезд ушел. Сейчас лучше уже на более действенную косметику, на более доказанно действенную косметику, хорошую косметику, корейскую косметику. Корейские девушки, они просто в этом плане вообще красотки, молодцы. И я боготворю их желание быть самыми красивыми, самыми молодыми. Вот, естественно, их такая культура способствует хорошим средствам, хорошей косметики, которую они производят. И я вот начала потихонечку пользоваться, носить рацион, потихонечку покупать себе что-то. И поэтому я думаю, что и активы свой уход тоже начну носить и бороться с постакне, какой-то пигментацию, и, конечно же, использовать SPF. Потому что сейчас у нас уже начинается жара, у нас уже начинается солнце. И у меня начали появляться уже веснушки, хотя я пользуюсь SPF. Возможно, это за прошлые года какие-то веснушки, которые я до этого не замечала. Я не знаю.
Ну, в общем, уход за собой, пилатес, спорт, питание, отказ от сладкого в относительной мере. И все будет хорошо. Я буду надеяться. Я просто ставлю себе такую цель, потому что я устала быть некрасивой и недовольной собой. Наверное, так. Хватит. Правда, хватит. Это очень сильно загоняет в ту же депрессию, неуверенность в себе, в социальную тревогу. Наверное, даже так. А я хочу открываться миру, хочу быть открытой миру. Вот. И поэтому для меня это важно. Важно, как я выгляжу. С лишним весом, с неухоженностью. Я просто закрываюсь, не хочу, чтобы меня кто-то видел. Максимально серая, неприглядная. В общем, я не хочу такой быть. Я хочу от этого уйти. Это не мой формат. К сожалению, не хочу никого оскорбить. Просто хочется двигаться в эту сторону, потому что у меня есть идеал, к которому я стремлюсь. И я точно знаю, что я была раньше лучше, чем сейчас. И я не хочу сравнивать себя с другими людьми. Я не модельной внешности, у меня там не мега идеальное, не знаю, тело, волосы, руки, ноги, нос, глаза и все на свете. Но я точно была раньше лучше, до моего потолстения. И поэтому я хочу вернуться просто к тому, какой я была. Вот и все. Когда раньше ты смотришь на себя, думаешь, блин, что-то во мне не так. Но потом проходит время, и ты смотришь свои, относительно старые фотографии, и думаешь, блин, какая была красотка, почему я вообще считала себя некрасивой? Да я вообще, я идеал тогда была. И ты грустишь, смотришь, почему я сейчас не такая, что же делать с этим? Вот. Еще что рассказать по поводу макияжа. Я не знаю, пройдет это у меня или нет. Сейчас у меня какой-то такой тренд на натуральность. Я сняла покрытие, так получилось. Брови не оформляю никак, глаза редко крашу. Единственное, что я люблю красить губы. Это, наверное, основное, потому что без макияжа губ у меня не так все красиво с губами. У меня они просто без пигмента особо. То есть они, вы знаете, есть люди, которые с четким контуром губ, возможно, у вас так, в общем, в принципе, у большинства людей губы красивого, какого-то розового, красного оттенка. У них есть каемочка, есть какая-то, как это сказать, граница губ. У меня ее не видно, она очень бледная, из-за этого кажется, что у меня губы маленькие. Вот, но благодаря макияжу я могу свою естественную форму губ показать. Вот. Поэтому как-то так. Я думаю, что сегодняшний день можно считать открытым днем начала моего такого эксперимента, с которым я буду делиться с вами, как это на меня будет влиять. И начнем с отчета точки 75 килограмм. Вот. Я думаю, что я покажу вам потом свои до-после, когда будет результат, когда мне будет не так стыдно, наверное. Вот. Так что, если кто-то чувствует то же самое, что и я предлагаю просто следить друг за другом. Если кто-то в таком же положении, как и я, кто чувствует то же самое, что и я, кто хотел бы сделать то же самое, что и я просто предлагаю присоединиться. Я буду все рассказывать, есть ли от чего-то эффект или нет, возможно, что-то буду менять, но я сейчас в эмоциональном подъеме, и я хочу просто пользоваться этим состоянием, максимально его выжимать, потому что скоро, возможно, наступит момент, когда мне будет немножко грустно, я не захочу ничего делать, поэтому да, сейчас это не так, и я хочу словить это состояние и просто от него кайфануть. Вот так, поэтому всем пока, спасибо за внимание, за просмотр,
и буду делиться своими результатами в дальнейшем. Пока-пока.